Я рада вас приветствовать. У нас такой небольшой кружок собрался, я думаю, очень заинтересованных людей. Я рада поделиться с вами опытом организации исследовательской работы учащихся в рамках школьно-научного общества. Оно у нас существует с 2005 года, называется «Родник». В нем несколько секций и есть историко-краеведческая секция «Альтанка». Я учитель истории. В секцию я набираю немного учащихся. Они обычно высокомотивированные, скажем так, нам, историкам, повезло с предметом. Есть дети, которые обожают этот предмет. У каждого учителя истории есть свой фан-клуб, скажем так. Поэтому вести исследовательскую работу очень приятно с учащимися. Я не ставлю высоких целей победить в каком-то конкурсе. У меня цели более узкие. Немножечко откорректировать менталитет белорусского народа в отдельно взятой школе. У нас есть одна очень отрицательная черта – обыяковость. Вот это равнодушие надо разрушить. Бойся равнодушных. Они не предают и не убивают, но с их молчаливого согласия в мире происходит и убийство, и предательство. Я задаю детям вопрос. Ребята, закончите, пожалуйста, фразу, которую сказал один очень известный человек. Чтобы в мире победило зло, нужно, чтобы хорошие люди, а дальше? Чтобы в мире победило зло, нужно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Ничего не делали. Да, это сказал английский политик Эдмунд Бёрк. Возникает проблема с выбором темы. Иногда просто ведешь охоту на тему. Казалось, тем много. Можно взять отдельную какую-то интересную фотографию и начать исследование. Можно какую-то вещь из бабулиного куферка. Но у меня, так сказать, своя специфика исследовательской работы. Я люблю работать с тяжелым прошлым. Иногда, правда, и даже с тяжелым настоящим. Если учителю повезло, и у него рядом со школой городище Железного века, он может его копать и нарыть много материала, правда? Если учителю повезло, и есть какая-то ученик в школе, у которого семья имеет интересную историю, значит, тоже будет исследовательская работа. А если есть только какая-то идея, она вот вертится, крутится, как ее оформить в исследовательскую работу? Ведь это не отдельная статья какая-то, небольшая, а все-таки определенного объема работа. Поэтому я сейчас вас познакомлю, как я работаю с электронными архивами и как потихонечку формируется наша работа. Значит, я недавно вернулась из семинара, проводимого на базе мемориала Бухенвальд, и там одно из занятий было посвящено работе с электронным архивом Арользен. Пожалуйста, следующий слайд. Вот эта ссылочка, я уже забыла, что мне самой можно, да. Если вы в поисковике введете Арользен архив, возможно, адрес появится, но, как показала практика, он очень сложно открывается. Поэтому нам вот дали такую ссылочку, и по ней проще выходить на этот электронный архив. Арользен – это небольшой городок в Германии, зато он имеет огромные архивы, где-то 30 миллионов документов, касающихся судьбы военнопленных, узников концлагерей, остарбайтеров из разных стран. Конечно, хорошо бы это выйти сразу в интернет и здесь показывать, какие возникают проблемы. Но зная, что интернет – это штука такая не всегда работающая, я сделала скриншот. Вот открывается такая
такая картинка. Если она у вас на английском языке, переводите ее при помощи автоматического перевода. Все, в принципе, можно понять. Дальше. Вам не надо никуда идти, а на раздел «Поиск и исследования». Это будет проще. Следующая страничка, она состоит из двух частей. Вот это нижняя часть. Это электронный гид. Вы видите, вон там справа окошечко, и вот откроется вот именно категории документов. Этот электронный гид вам покажет, какие есть документы, что они означают. Я сейчас вам раздам как пример этих документов. По одному разберите. Ссылочка. В верхней части этой... Да, берите по одному, потом мы поговорим, у кого какое окажется. Можете потом обмениваться. Итак, еще раз, электронный гид, если вы откроете сразу документы, допустим, вы нашли человека и нашли документы, вы ничего там не... Вы можете просто обмениваться, чтобы посмотреть, какие это документы. Можете не обмениваться, потому что мы сейчас дойдем до этого человека, на которого распечатаны документы. Документы содержат не только там фамилию, имя, но много обозначений непонятных. Вот, электронный гид поможет в этом разобраться. Дальше. Верхняя часть странички, там, где электронный гид, это имеет такую кнопочку «Онлайн-архив». Мы ее нажимаем и попадаем вот на такую страничку. Вот смотрите, как можно найти иголку в стоге сена. Когда я выезжала на семинар, а весь этот процесс оформления поездки занял, наверное, полгода, об этом знала моя ученица. Она работает, моя выпускница, учителем истории в Борисовском районе. Она говорит: Тамара Аркадьевна, у меня ученица пришла, ищет прадедушку, о котором неизвестно с зимы 1944 года. Его забрали нацисты за связь с партизанами. Я очень удивилась, потому что, а почему и Бухенвальд? Она говорит, ну зацепиться вообще не за что, а вдруг? Я даже не узнавала фамилию, говорю, сбрось мне на Viber. И вот когда мы начали работать с электронным архивом, я попросила волонтеров, они ввели фамилию. Фамилию вводили на русском языке кириллицей, ничего не открылось. Шубара Артем. Она говорит, давайте уберем «ё». Убрали «ё». Шубара Артем. Не открылось. Давайте на немецком языке. Но вот это написано на немецком языке. Вводили «Шубаро», не открылось. То есть видите, сколько подводных камней. Потом, а вдруг белорус, Шубара. И смотрите, от человека, о котором не знали с 1944 года. Односельчане говорили, что, возможно, где-то его убили, закопали, никуда не вывезли. А за ним еще и пошла беременная жена просить, чтобы его вернули, как-то отпросить, откупить. И она исчезла. О ее судьбе ничего не удалось установить. Это пусть работает моя выпускница, учитель истории в Борисовском районе. Вот у нее будет исследовательская работа. Смотрите, что дальше. А вот он есть. Видите, Шубара Артем. Это было потрясение не только для меня, но и для всех участников семинара. Идем дальше. Нажимаем на его фамилию. А вот смотрите, сколько на него документов. Разного цвета. По-разному заполнено. Ну, это что-то невероятное. Идем дальше. Нажимаем на любой документ, он открывается. Вот это персональная карта. Она, посмотрите, даже в левом верхнем углу штамп Бухенвальд. Во попало в точку. Значит, что написано? У кого вот этот листочек? Шубара Артем. Смотрите, год рождения, 1899. Это он. Деревня Заболотье. Это он. Из края Борисов. Из Советского Союза. Мало это, я потом звоню, говорю, Аня, а как маму, это Шубара Артема, рожденная в 1899 году, зовут? Написано Муттер Анна. Даже мать записана. Вот вам пресловутый немецкий орднунг, порядок.
Дальше смотрите, немножко правее. 15 августа 1944 года он прибыл в Бухенвальд. Вот там, где, это скриншот не очень удачный, где такой прямоугольничек, он закрывает, откуда он прибыл, концлагер, из концлагеря Аушвиц. То есть нацисты арестовали, где он был, возможно, Минск, здесь вспоминается за связь с партизанами Минск, потом в Аушвиц, потом в Бухенвальд 15 августа 1944 года. Можно много открывать документов. Смотрите, вот этот документ, может быть, у кого-то на руках, он заполнен карандашом. Возможно, заполнял сам узник. Но то, что его в левом нижнем углу его фамилия Артем Шубара, это 100%, потому что видно, что у человека такое в неудобном положении писал или уже изможденный. Вот это его рука. И тоже написано 15.08.44. Откуда? Заболотье, а сверху штамп «Концлагерь Аушвиц». В правом верхнем углу это личный номер заключенного. То есть родственники могут делать запрос на этот электронный архив и, возможно, получат больше информации. Идем дальше. Смотрите, вот еще один документ. Честно говоря, я не очень много работала с этими документами, потому что две недели назад только вернулась и попала в ад, да, в школу, где загрузили по полной, поэтому... Но у меня уже есть тема, потому что я, уже находясь там, ввела фамилии, не знала. Я конкретно фамилии с постав не брала, я не думала, что это будет такая удача. Поэтому вместо Шубара Артем я ввела поставы. И на поставы вышло 34 человека. Мало это, есть некоторые с фотографиями. С фотографиями документы заполнены на тех, кто оказался на момент освобождения лагеря или окончания войны живым, не захотел вернуться сюда, в Беларусь. Значит, документы заполнены на английском языке, на эмиграцию, например, в Канаду. И поэтому сделаны фотографии. Вот, значит, как я веду поисковую работу? Вот Урбель Янина и Болеслава. У меня в 11 классе ученик Урбель. Говорю, Саша, не за что зацепиться и не за кого, кроме тебя. Значит, всех родственников, всех соседей по фамилии Урбель обзвонить и что-нибудь зацепить. Мы над этим работаем. Вот остановимся на этом документе. Я при помощи Яндекса переводчика и своего немецкого языка уровня средней школы, на семинаре в Германии оказалась очень хорошо понимающий немецкий язык, как ни странно. Вот, значит, я вижу, что это похоже на медицинскую карту, медосмотр. Все, у немцев все четко. Не важно, что через неделю тебя убьют, все записано. Обратите внимание, у кого на руках этот документ. На тех вот экранах будет лучше видно. Так, сейчас я нажму на красненькую, чтобы показать. Смотрите сюда. Вот рост его 164. Вот вес его на момент прибытия в Бухенвальд 55. Мужчина, рост 164 сантиметра, 55. Что такое на 10 килограмм меньше, чем рост? Думаю, знаете, что такое. Значит, здесь вот написано, я просила и учителей иностранного языка, но, к сожалению, не все горят этой темой, что могли перевели. Вот здесь вот, смотрите, написано «Landarbeiter» — это сельскохозяйственный рабочий. А здесь что-то говорится о операции 1939 года. Возможно, еще и записали, что была операция. Вот вообще, что меня потрясло, когда я была в Бухенвальде, там все потрясает, конечно. Но то, что лагерь, созданный в 1937 году, рассылал урны с пеплом родственникам, которые, значит, это в первую очередь туда отправлялись немцы, противники нацистского режима. Родственники знали, где они находятся, и когда приходило письмо, что их родственник, узник концлагеря, умер, им еще высылали и урны с пеплом. Вот, и стоят эти урны. Но мы, к сожалению, мы много не знаем, и я, изучающая нацистские преступления, и именно этим интересуюсь, честно говоря, тоже много не знала, я даже не предполагала, что Германия представляла собой как муравейник, где Шталах,
основной лагерь, и как бы под землей вся эта система, как паутина более мелких лагерей. Вот мы такой посещали Метельбао, Дора, где производили ракеты в туннелях. Это впечатляет, да. Узникам я не могу ответить на этот вопрос. Возможно. Вы знаете, в европейские страны возможно. Вот это, вы знаете, это разлом какой-то, нравственный разлом. Просто осознать нормальному человеку это невозможно. Да, да, да. Вот я... Да. Так, дальше идем. Значит, вот смотрите, еще при помощи своего знания немецкого языка и красная кнопочка. Угу. Вот то, что он прибыл в Бухенвальд, мы знаем. Вот здесь написано «Анстрайхер». Это, я так понимаю, профессия, маляр. Маляр, так? Но у нас еще здесь написано непонятно. 1 сентября 1944 года, и это мы не разобрали. Дело в том, что этот лагерь освободили союзники. Значит, если бы он был жив, что-то было бы составлено на английском языке. Больше документов нет. Что делать? Пытаемся найти что-то дальше. Где мы? На обобщенном банке данных «Мемориал». Это российский сайт. Здесь нам проще хотя бы с языком. Может ли быть здесь Шубара Артем, если даже вот сразу предполагает сайт, видите, звание рядовой. То есть я его не заполняла, но здесь в основном может быть военнопленные, погибшие, пропавшие без вести. Вот, но не такие, которые вывезены с Беларуси за связь с партизанами. Ну что, попытаемся найти? Смотрите. А вот он есть, запись одна. Вот нажимаем Шубар Артем, Заболотье, даже не Борисов, деревня Заболотье. И вот это написанное карандашом донесение, с ним надо еще работать. Вот розовая полосочка, это сразу высвечивается Шубара Артем, точно год рождения, точно когда арестовали. И опять вот там вот, плохо видно, 1.9.44, и вот это вот, возможно, название города, потому что если вниз протянуть, там, например, Лейпциг, что это, что это? У меня вот эта учитель из Борисовского района, она говорит, боюсь искать, а вдруг он остался в Европе, завел другую семью. Вот, ну надо искать, надо работать над этим. Ну, здесь, да, здесь вот, я не знаю, вот Кассель написано, есть такой населенный пункт? Есть, да? Значит, возможно, он просто там погиб, может быть, какой-то лагерь трудовой был. То есть, пожалуйста, тема оформилась, масса материала, работаем, да. И если проявить мощную инициативу, можно выйти на немцев, честно говоря. Потому что мемориалы берут волонтеров. Вот была волонтерка из Мариэл из России и из Украины. Они русскоязычные, в Фейсбуке сразу добавились, девочки активные и будут помогать. В Сибирь? Могли. Могли. Ну так я знаю, да. Да, да, да. То есть это поиск можно такой развить, что сам удивишься, на что выйдешь. Но когда выбираем тему исследования, то это ж не проект. Проект, понятно, вот цель, вот результат. А исследование, оно может вывести на неизвестный результат. Но вы знаете, если мы работаем с учащимися, надо сделать так, чтобы результат был очевиден, потому что у деток теряется интерес. Вот. Ну, а движущая сила – это потребность, в основе потребности какой-то интерес, чтобы учиться и заниматься. Вот это я недавно познакомилась, но теперь я считаю уже в какой-то степени профессионал по работе с другим сайтом. Так, пожалуйста, вторую презентацию. Значит, я с конца 90-х занимаюсь изучением истории поставских евреев. Абсолютно случайно я зацепилась за эту тему. Вот, и побывала на семинаре в Яд Вашем в Иерусалиме в конце 2016 года. Ну, это тоже словом даже потрясение не передать, что за чувства остаются и от мемориала, и от работы в нем, и от самого Иерусалима.
Но сейчас не об этом. Значит, вот сайт Яд Вашем, он вроде как проще. Здесь конкретно русскоязычная версия. Здесь, если вы наберете кто Google, кто Яндекс Яд Вашем, он сразу будет его адрес, он открывается, отлично работает. Он содержит очень много материала, очень. Если кто-то из городок, местечко было Штетлом, то есть так называли еврейское местечко. У нас в основном местечки и города больше 50% до войны были евреи, то есть два народа, одна земля. У этого народа не было другой родины, это была Беларусь. Вы историю Холокоста, думаю, хорошо знаете. Холокост — это слово греческое, оно означает жертвоприношение с помощью огня. В Израиле гибель 6 миллионов европейских евреев называют шоа, что означает катастрофа. И вот Яд Вашем — это израильский национальный мемориал катастрофы и героизма. Особенно подчеркиваю героизма, потому что в Израиле все-таки акцентирует внимание на то, что евреи сопротивлялись, потому что уцелевшие евреи после Второй мировой войны, которые приезжали в Палестину, некоторые деловые, продвинутые, называли их овцами, баранами, что вы как бараны шли на бойню, надо было сопротивляться. Поэтому отдельно в мемориале есть площадь восстания в Варшавском гетто. Вы знаете, что самое крупное гетто было в Варшаве. Вот, и там дали эти люди, изможденные узники гетто, они дали достойный отпор нацистам. Чтобы работать с этим сайтом, значит, надо нажимать вот это коллекции. Когда мы нажмем, появляется вот это прямоугольничек. Здесь центральная база данных имен жертв Холокоста. Нажимайте на нее. Смотрите, здесь можно найти поиск. Значит, когда я начала заниматься, мне назвали несколько фамилий. Например, Длот. Длот Сима. Я ввожу в поисковик поставы. Так, посмотрим, что мы на нее найдем. А вот она есть. Сима Длот, поставы. Нам повезло, лист свидетельских показаний. Идем дальше. Лист свидетельских показаний. Если нам повезло, то он на английском языке. Если повезло не очень, он на иврите. На иврите могут помочь перевести родственники, которые есть в Израиле, или уже тогда надо обращаться в Яд Вашем, а там обращений много, поэтому сложновато. Нам повезло здесь не только на английском языке. Рядом содержится информация на русском языке, в принципе, передающая то, что человек заполнил на вот эту Симу Длот. Мало это, так. Смотрите, вот кто заполнил. Ларри Кац. То есть, если нажать на Ларри Кац, сразу всплывут все документы, которые заполнил этот человек. Человек заполнил в 1999 году. Вот смотрите, что мы можем здесь за материал собрать. Значит, 1934 года рождения. Нам повезло, у нас даже фотографии есть. На момент убийства 8 лет. Студент — это учащаяся. Погибла в поставе гетто, депортации не подвергалась. Убита в 1942 году. Это я, которая не знает английского языка, так читаю. Дальше, вот мать есть. Бет. Можно ввести в поисковик мать, и появится масса, значит, на нее будет 4 детей, так? Кто заполнил, видно, вот. Все данные, там даже телефон есть. Я попыталась найти на Фейсбуке, не отозвался человек. Вот, можно позвонить. Исследовательская работа готовая. Вот она, ее мать, Бет Длот. 4 детей. Да, смотрите, все, кто приезжает в Яд Вашем и имеют сведения, они заполняют. Вот евреи, они организованный народ в хорошем смысле этого слова. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, может, в английском кто-то. Смотрите, он сам, наверное, приехал из Узбекистана, нет?
Вот здесь вспоминается Центральная Азия, Централ-Азия, Узбекистан. Может, он сам? Вот что это за слова? То есть я не вдавалась еще в эти подробности. Так, что еще могут быть за документы? Еще поименный список расстрелянных, повешенных и замученных граждан СССР. Войска освобождали, сразу по горячим следам все записывали. Можно здесь их найти. На некоторых же нету листа свидетельских показаний. То есть, когда, помните, мы открывали Симадлот, там лист свидетельских показаний. А может быть, не лист свидетельских показаний, а поименный список расстрелянных и замученных. Понимаете? Здесь тоже много информации, количество людей в семье, какие были профессии, год рождения, мужчина, женщина и так далее. Значит, послушайте, если кто занимается историей Холокоста. Вот это очень замечательные ссылки. С глубокого никого нету? С глубокого. Если у вас занимаются историей от Холокоста, тогда, наверное, это люди продвинутые и знают. Если нет, по вашему глубокому есть деталево. Все описано, все абсолютно. Даже как сидели, как рыли норы, как прятались, но настолько люди описали. Это книга, которая вышла, по-моему, в Латинской Америке. Есть сфотографированная книга, я так и не разобралась, иврит или идиш, потому что, к сожалению, для меня это почти одно. Я все равно не разбираюсь. Но она переведена на английский язык. Она переводится автоматическим переводом на русский, и там все понятно. То есть по глубокому абсолютно все. Если по поставах много, но не все, то по глубокому абсолютно все. Далее. Книга называется, если я правильно говорю, «Искор». Это такая ритуальная молитва по умершим. Вот, ой. Вот эта книга. А вот это вот сайт очень полезный, кто занимается историей Холокоста, по всем белорусским местечкам. Мало того, что содержит сведения, еще и фотографии. И сейчас я покажу, как мы на основе фотографий выстроили исследовательскую работу. Так, фотографируйте, потому что будет следующий слайд. Так, давайте. А потом здесь листочек есть с ссылкой. Вот это. Там поищите, по-моему. Некоторые люди, допустим, выехали из поста в 1939 году. Как евреи спаслись? Значительная часть евреев спаслась, потому что НКВД взяла и арестовала и оказались в Сибири. Понимаете? Родственники, допустим, остались в поставах. Отец, это Алари Кац, оказался в Сибири, а потом в Узбекистане. Или поехал в командировку какую-то. Началась война и выехал в Узбекистан. Может быть, он с собой взял какие-то фотографии. Он знал, кто жил в поставах. И их не стало. Все население убито, и мы знаем, где братские могилы, и все. Значит, первая работа у меня была шляхом поставского Холокосту, когда в общих чертах, значит, где братские могилы, в каком состоянии и так далее. Потом мы взяли глубже. Еврейские корни в поставской земле. Я не буду показывать эту работу, все показать невозможно. И вот последняя работа 2018 года, дом, о котором живет память. Значит, на что мы вышли? Мы уже вышли на конкретику. То есть в Европе есть такие мероприятия, проводятся акции, значит, определяют, где жили евреи, дома сохранившиеся, и ставят там камни преткновения. Камни такие памяти, небольшие кубической формы, такие
ну, вылитая из бетона, наверное, с табличками, где написано, кто жил, сколько, все члены семьи, когда они были депортированы, куда. Вот краткая судьба семьи. Значит, я говорю своим ученикам: дети, давайте мы попробуем не просто отыскать дома, вот приблизительно несколько домов мы знаем, а установить судьбу людей, которые жили в этих домах. Посмотрите, на что мы вышли. Ну вот, цели, ну, как обычно, я ставлю цели исследовательской работы простые и понятные детям. Нам надо найти дома и сведения собрать. Ну, это задачи, этапы работы исследовательской. Ну вот мы знаем, что это дом семьи Тойбес. Теперь знаем. Когда собирали сведения, вспоминали еврейскую семью Таубус. Вот в этой части дома магазин «Грош». Оказывается, они имели такой кабачок и пивоварню. Значит, что это за фотография? Так как я занимаюсь историей Холокоста, и кое-что обо мне можно найти в интернете, а соотечественников в Израиле хватает. Мне звонят из музея и говорят: Тамара Аркадьевна, из Иерусалима на наш музей вышел человек, ему надо, он из экскурсбюро, надо, чтобы приняли группу, люди показали в поставах, где что связано с историей евреев. Вот ему дали мой телефон, он вышел на меня. Высылает на электронную почту семью, довоенная семья и крыльцо. Мы с учениками искали по всем поставам это крыльцо. Мы его не нашли. Я поделилась со своими коллегами, историками, и учитель гимназии мне говорит: о, так это дом моей ученицы, только в передней части там магазин, а сзади вот такое крыльцо. Прибывает семья из Иерусалима и встречается вот с жителями этого дома. Это женщина с оранжевым платочком, она из Иерусалима, это дом ее бабушки. Да, это дом ее бабушки, и женщина будет с ними разговаривать моего возраста, которая ее бабушка рассказывала, как она маленькая играла с детками из еврейской семьи, потому что там прабабушка вот этой женщины была, служанкой в этой еврейской семье. Когда евреев убили, они стали жить в этом доме, и до сих пор вот потомки живут, да. Значит, мы ищем на сайте Яд Вашем еще, потому что с Иерусалима людьми разговаривать очень сложно через переводчика. Я написала им заранее письмо, отдала в руки, что напишите мне, пожалуйста, на электронную почту. Все, никто мне не ответил, к сожалению, не все. Вот, значит, я узнала, что это Тойбес, Михаэль и Двора. Тетя, дядя и тетя вот этой женщины с оранжевым платочком. Они остались перед войной жить в этом доме. На них есть листы свидетельских показаний, на которых много содержится информации и о их родственниках. Что мы установили? Что эта семья, Роза Тойбес и Мордехай Тойбес, это люди, которые умерли до войны. У них был сын Михаэль, женат на Дворе, и дочь Блюма. Она вышла замуж за Гершона Куперштоха и перед войной до войны выехала в Израиль. У нее судьба сложилась удачно. У нее 2 дочери. Вот эта дочь Рути приезжала со своими дочками и приезжали и с племянниками. Значит, дядя Рути, Михаэль Тойбес, и его жена Двора, дочь Сара и дочь Ривка были убиты, и их останки находятся в братской могиле в поставах. Ну, на это, конечно, больно смотреть, как вот люди воспринимают рассказ, насколько им важны их корни, насколько иногда подумаешь, как мы не ценим то, что мы живем на своей родной земле. Вот поверьте, что я во многих странах была, и Беларусь — это святое место для белорусов.
потому что это наша Родина, и мы имеем счастье жить на своей Родине. Вот вы не представляете, как больно смотреть на их глаза, когда они бегают по местному еврейскому кладбищу, вот, и пытаются найти хоть что-нибудь, хоть могилу своих предков. Вот. О поставах? Ну, я ходила в райисполком Тузла, но, вы знаете, к сожалению, у нас воспринимают серьезно человека тогда, когда приходишь с торбой грошей. А я грошей нема. Вот. Не везде. Нет, послушайте, идет по всей Беларуси восстановление. Просто вот я не могу все вам показать. Я когда в 98 году, у нас братская могила, где около 2000 лежит, а часть людей, которые упирались из домов, не хотели выходить, их убивали в домах, на крыльце. Люди прятались, все забились на чердак одного дома, потолок провалился, их всех поубивали. Ну, допустим, несколько десятков сбросили в пруд, в сажалку, да, и потом засыпали, и все. И, ну, немножечко так оформили как могилу и поставили там пушку. Но потом местные краеведы все-таки убедили, что пушку надо убрать. Так вот, я хочу сказать, вы не представляете, какие были эти могилы. Братская могила на территории ДРСУ была завалена металлоломом. А теперь она в очень ухоженном состоянии, все в очень хорошем состоянии. Но вот на гражданское кладбище, к сожалению, не обратили внимания. Но у нас не только в поставах жили евреи, Дуниловичи, Камаи, Линтупы. В Камаях ксенц местного костела, у нас там и серьезный костел, и серьезный ксенц. Вот, вот гражданское кладбище, от которого ничего не осталось, пару мацеев, этих памятников надмогильных, вот, и лесок. Выдрали весь лес, обчистили эти камни, поставили, обнесли оградой. При подъезде к Камаям стоит минора, сделанная большая, ну вы знаете, наверное, семисвечник, так? Вот. То есть много что делается, и радует то, что не евреями, которые приехали из Израиля, а это наша история. И местные власти поддерживают. Ну, у нас там, где кладбище раздавали площадки под строительство частных домов. Вот, и поэтому, когда люди сказали, мы на костях строиться не будем, это немножко спасло кладбище. Так, вот смотрите на сайте, вот ссылки, на которые я давала, там еще отдельно раздел фотографии. Смотрите, вот фотография, там что-то написано, Фейгель, поставы, 40-й год. Думаю, ну 40-й год был дом, вроде бы не сожгли город, авось найдем. Отдала детям из нашей историко-краеведческой секции, пошли домой, поговорили с родителями, потому что я 34 года в поставах, но все равно родилась в Воложенском районе Минской области. Вот, и не скажу, что я там крутой краевед по поставам. Иногда даже толком не могу сказать, где какая маленькая деревушка. Вот. И приходит девочка и говорит: Тамара Аркадьевна, там этот дом есть, моя мама знает, она работает социальным педагогом, там живет ее ученица, там неблагополучная семья. Пойдемте искать. Смотрите, ничего не изменилось. Вот здесь не видно. Вот эта пристроечка, у нее даже окошечко такое. Абсолютно ничего не изменилось. Правда, в 40-м году был в лучшем виде дом, правда? Уже это моя работа над презентацией. Это моя, да, это моя впихнуть на одну страничку. Вот. Так, хорошо. Дом, а рядом еще дом. А может, зайдем в этот дом? Ну, дед этот уже умер как раз через месяц-полтора, когда мы с ним говорили. В слабом он был адекватен, но когда сказал: я говорю, Яков Фейгель. Он сказал: Янкель, помню. Вот, мало что он смог рассказать, но он помнит, как стреляли людей, потому что ему было там 15 или сколько лет, и он на тачке еще возил тела, заставляли.
Вот, поэтому, ну, это тоже история. Листы свидетельских показаний на семью Фейгель. А еще, видите, как молодцы люди, которые на сайте оставили. Подписывают Рева и Нина Фейгель, Поставы, 50-й год. Вот с женой Галой или Галей. И вот мы составляем целую схему, кто отец, кто мать. Красным обозначены люди, которые погибли в Холокосте, на зеленом фоне живые. Много подводных камней. Например, смотрите, Арье, а он может где-то быть написан Эрик. Один и тот же человек. Сложновато надо рыть по всем вот этим листам свидетельских показаний. Вот этот дом, он вообще перестроен абсолютно. Я его случайно обнаружила. Я помню этот дом еще 30 лет назад, он был другим. Это дом семьи Длот. Вот с Длот Симы мы начинали. Смотрите, что по этой семье мы нашли. Мы нашли вот этот Ларри Кац, он по всем, помните, Бет Длот, у нее 4 детей. Все девочки, вот они. Когда детям показываешь конкретных детей, подростков с фотографиями, я думаю, что это мне удастся разрушить это равнодушие, необыяковость. Ну, а еще, когда начали спрашивать, дом пекаря Лившина, даже сказали пекарь, пекли булочки, и дом Шулькина. Вот, пожалуйста, исследовательская работа, можно бесконечно продолжать. Казалось бы, белых пятен нету, они есть в истории еще до сих пор. Я не знаю, как там по времени, потому... 5 минут? Ну, вы знаете, я тогда не буду вам показывать следующую исследовательскую работу. Я уже немножко подустала работать с этой темой. Надо тайм-аут какой-то, чтобы потом вернуться, потому что тяжелая тема. Поэтому я работаю не только с тяжелым прошлым, но и тяжелым настоящим. Вот у нас была работа в прошлом году. Смертная казнь в Беларуси за или против. Мы такой масштабный опрос провели. Дети сами обработали данные, сравнили с опросом, который проводил портал Тутбай, потом взяли итоги референдума, потом определили мнение тех, кто голосовал в референдуме, им уже там, ну, по возрасту, да, на 96-й год тем, кому было 18 лет, значит, мы их отдельно, изменилось ли мнение. Получилась такая неплохая работа. Вот. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, можете ли вы порекомендовать для исследовательской деятельности какие-то другие, может быть, гражданские архивы, если мы будем заниматься не темой войны, а любыми другими поисками? Вы знаете, к сожалению, нет. Если вот другой какой-то поиск, я этим не занималась. Меня интересуют вот в основном нацистские преступления. Вот. Потому что еще на заре начала своей деятельности я читала в открытом доступе «Майн кампф». На меня она произвела неизгладимое впечатление. Чем? Что я поняла ее опасность. Если человек неподготовленный, было написано доступным, четким языком, я поняла, почему основная масса населения все-таки стала поддерживать. И читала дневник Рудольфа Хёса, который был комендантом Аушвица. Это тоже впечатляет. Писал адекватный человек, крепкий хозяйственник, который возмущался, что не хватает там чего-то, тупая охрана, бестолковые узники, понимаете? Поэтому я именно вот этой темой занимаюсь, потому что это очень большая опасность. И если ну, историки мы понимаем, что это очень легко и просто может повториться даже в демократической стране. Вот, то многие люди думают, что это осталось в глубоком, далеком прошлом. Это не так. Спасибо за внимание.